Bom dia, meus queridos! Давно с вами не виделись, прошло уже квази 4 месяца с последнего моего видео. Куча информации, куча новостей, но все будем по порядку, в одно видео не вмещу. С приближением новогодних праздников освободилось немножечко времени, поэтому надо спланировать 24 год, надо все-таки сфокусироваться на YouTube-канале как чисто информационный, чисто видеодневник, чтобы оставить какой-то след для моей старости, когда буду попить вино или ставить капельницу с красной бутылочкой. Так, открою YouTube, посмотрю на свое молодое лицо, вот, когда мне все 21 будет провсегда. Короче, у нас прошло первое Рождество, 24 по 25 было Рождество в Бразилии. И также во Флорианополисе оно отмечается не меньше, как и в другой стране, где католическая или протестантская вера преобладает над другими. Соответственно, у нас есть елочка. Я ее попытаюсь потом показать. Вставлю ее на обложку к этому видео. Рождество прошло спокойно, более спокойно, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году мы ездили с мужем в Сан-Пауло и отмечали с его друзьями. А в этом году, так как мы находимся в своем собственном доме, решили, что нужно это дело обмыть. А Рождество — это семейный праздник с большими глубокими ценностями. Соответственно, отпраздновали здесь вдвоем. Приглашали, не приглашали, честно, не помню, потому что последние несколько недель у него, у меня на работе полный кавардак. Надо закончить все начинающие дела в конце года. И, как обычно, те, кто работает в офисе, на административной должности, понимают, что к концу года все начинают вспоминать, насколько нужно быстрее закрыть все задачи, чтобы получить премию в январе, чтобы уйти в отпуска, чтобы там, например, кто работает в российских компаниях, понимает, что все будут отдыхать 8 дней. Соответственно, все вспомнили, поэтому началась такая локура, сумасшествие. Вот, мы отметили дома с нашей прекрасной елочкой, которая не горит. Не горит, объясняю почему, потому что писка-писка или гирлянда, которая установлена в этой елке, она рассчитана на 127 вольт. Не на 220, на 127 вольт, потому что раньше мы жили в штате Баия, и этот штат оборудован электричеством в 127 вольт, который из розетки бьет. Соответственно, в прошлом году мы использовали елку также в Санта-Катарино, но использовали трансформатор, или трансформатор, который понижает с 220 на 127. А в этом году благополучно двое мы все забыли. Поэтому мы вставили, довольствовались 2 дня, пока все потихонечку не перегорело. Поэтому елочка наша не горит, зато она прекрасная, наряженная и так далее. Отметили мы вдвоем вечером. Не помню, честно, как проходил весь этот день. Но мы приготовили замечательную курицу. Ставлю. Затем мы... что мы делали еще? Вино в этот день мы не пили. Я вспомнил, у нас благополучно отключили электричество в этот день. Почему благополучно? Потому что это не какая-то редкая история. Особенно в маленьких городах такое случается, к сожалению. И это случилось и с нами в нашем городе. Как это произошло? Один из каких-то автомобилей с высоким, наверное, капотом или с какой-то штукой проехался по проводам. Соответственно, снес трансформатор, и весь наш штат отключился от электричества. Ой! Вот наша елочка на фоне пальмы. Замечательный контраст с Бразилией, где вечное лето. Елочка, она не настоящая, это искусственная елка, потому что живых елок я никогда здесь не видел. И если они где-то продаются, они очень дорого стоят. Ай. Кстати, я вспомнил, знаете, что, мои дорогие, что я вам не показал наш новый дом, куда мы переехали. Наш собственный дом, понимаете, да?
Это не апартамент, не квартира, не дом, который снимается. Собственный дом, это значит, что делай, что хочешь. Первое, конечно, что я сделал, это жарджим, домовой садик с розами. Уже такое некоторое количество времени. И неухоженный газон, который... Ну, у меня нет машинки, и я обычными ножницами подстригаю, если что. Поэтому у нас все впереди, дом только обустраивается, комфорт налаживается. Есть еще очень-очень много времени. Вот, и вот это количество панеттоне, которое ждет нас на целый год кушать. Здесь есть с M&M's'ом. Никогда, кстати, не кушал, но фирма хорошая. Далее с шоколадом. Тоже никогда не видел эту фирму. Попробуем в будущем. Это я получил подарок на свой день рождения. Это без шоколада с сухофруктами. И вот это замечательная бадья, в которой тоже есть панеттоне. Давайте откроем и вытащим. Боже мой. Боже мой. Это все шоколадное чудо. Попа слипнется, я вам скажу так. Надо потом сделать обзорчики на панеттоне, да? Ладно, я потом засниму видео, что находится внутри. Напоминаю, что панеттоне это один из национальных продуктов Бразилии, который употребляют, можно сказать, в течение всего года, потому что он в течение всего года продается в магазине. Но более известный продукт в Рождество. Поэтому его скупают, кушают и едят. Вот такое чудо. Мы ничего из этого не покупали. Все это досталось в подарок нам. Прекрасно же, да? Приходите в гости, кушайте, мои дорогие. Ну и в продолжение история про, значит, наше Рождество. Мы были вдвоем дома. Муж нашел видео в интернете от Паулы, которая научила его готовить прекраснейшую маринованную курицу со свежими кулинарными травками, с маслом. Все на подушечке из картошечки, лука, ну вы видели. И все это было приготовлено руками моего мужа. Я вообще палец о палец не ударил. Для приготовления этой курицы сделал только собремеза, десерт, торт. Торта Джилимау. Вставлю сюда, посмотрите, пожалуйста. У меня рука дрожит держать телефон, поэтому я вот сяду и наведу себе порядок на голове. Вот, Рождество прошло замечательно. Мы вдвоем посидели, попили спайку пива, потому что вино не стали пить, так как до этого пили на мое день рождения. И еще у нас впереди Новый год, решили продержать наши запасы. Да и в целом уже давно пиво не пили, соскучились немножечко, ведь, видимо, организму не хватает витамина В. Всем известный витамин В, который содержится в пиве, нужен, необходим. Можно, конечно, добывать из других продуктов, но алкогольная душа требует, значит, нужно уважать. Значит, где-то часов 9-10, не дожидаясь даже 12 часов ночи, мы сели. Курица уже приготовилась, десерт уже в морозилке был, чтобы побыстрее застудился. Мы сели и кушали замечательную курицу, восхитительную. Если кому-то интересно, напишите в комментарии, я вам отправлю ссылку на ютубе этого рецепта. Можете сами дома самостоятельно сделать. Включите, кто не знает португальского, включите на русском языке субтитры. Вот. И я уверен, что сможете приготовить. Но знайте, для приготовления данной курицы вам потребуется сутки. Сутки. Это учтите, если кто-то там подумает, у меня 3 часа времени до Нового года, надо что-то сделать. Не получится. Чтобы получить эту восхитительную курицу, ароматнейшую тмином, тимьяном, еще какими-то другими, которые, не помню, как на русском языке звучат. И вот это сливочное масло. О подарках особо мы не договаривались друг к другу, но я заранее заказал ему парфюм, который много-много лет он пользовался, ему нравился. Но марка эта малоизвестная, и плюс это бразильская только, то есть там прям даже на упаковке написано, что это 100%
натуральный продукт, и все ингредиенты 100% это с бразильской натуреза, с бразильской природы. Сейчас я вам покажу. Вот, выглядит это вот так. Видно, не видно? Água e Verão. Água de Verão. Вот, компания da Terra. Если кто хочет, найдите в интернете, кто живет в Бразилии, можете заказать. Ну, вообще на любителей. Я парфюмы никому не рекомендую какие-то там, потому что у каждого индивидуальный вкус, каждый слышит ароматы по-своему. Поэтому этот парфюм было очень тяжело купить. Я его заказывал сначала с сайта Americanas. У меня не получилось, потому что меня вот, сколько я, наверное, месяц ждал, пока мне ответят, где мой заказ. То есть статус был покупки обновлен, то есть я заплатил деньги. Но то, что заказ упаковывается, сортируется, вышел там сортировочного центра, ничего, ноль. 2 недели меня мурыжили, на 3-ю неделю я сказал, возвращайте мне деньги, 4-ю неделю, 5-я или уже пошла. Денег до сих пор мне не вернули, но я не переживаю. Не вернут, и бог с ними, господи. Я нашел на другом магазине, и мне за неделю привезли этот парфюм. Поэтому мы заранее не готовили друг другу подарки. Этот подарок, вот парфюм пришел только вчера, и я вчера ему отдал, поэтому на Рождество у нас не было никакого обмена. Только впечатлениями, только рассказами, воспоминаниями о прошлом Рождестве. Особенно для меня, потому что для меня Рождество не такой был главный праздник, как Новый год. Новый год это более семейный. Это как раз тот самый стол 12 часов ночи, проводить, встретить новый, с бенгальскими огнями, с тортиком и так далее, разговорами, хохот. Ну, те, кто на русском меня смотрит и жил в России или в странах бывшего СНГ, понимают о чем. В Бразилии и в других странах, где Рождество преобладает более, чем Новый год, здесь как раз само Рождество это более семейный праздник, отмечающийся с 24 на 25 декабря. Здесь также многие в 12 часов ночи отмечают это и обмениваются подарками после 12 часов ночи. Ну и, естественно, все собираются с семьей. Ну, у меня есть семья, я и мой муж. Вот наша семья. Хотелось, конечно, с друзьями, но наши друзья находятся далеко, поэтому за неимением ничего имели самое лучшее вдвоем, имеется в виду. Вот, поэтому наше Рождество прошло спокойно, хотя у нас в районе запускали салюты, потому что слышны были до часу, до 2 часов ночи. Я как-то периодически просыпался. Не от них, а от того, что воды хотел попить. Видимо, курица была очень вкусная. Затем у нас были многие дома разукрашены, имеется декорациями, да, кто-то там выставлял снежинки, светящиеся, кто-то вот эту писка-писка гирлянду развешивал по периметру дома. Ну, что-то было такое. Я не заснял ни одного видео, у меня нет никаких фотографий, потому что особо не уделял этому вниманию. Вот, хотя на главной улице нашего района у нас там вечером красиво, я хочу заснять и постараюсь вам показать сегодня. Раз уже вернулся в YouTube, да, надо себя оправдывать. Поэтому Рождество было более-менее спокойно. У меня еще было день рождения, 19 декабря, в этом году мне исполнилось 30 лет, юбилей. Но я, наверное, после этой 30-ки еще более убедился в том, что надо себе говорить 21, как говорит Флорида Ялта. Я поэтому себе и друзьям, и самому себе говорю, что мне 21 год, и я довольно счастливый. У меня все есть, все прекрасно. Если есть будут проблемы, из них выход из всего существует. Все окей. Ой. Поэтому планов много. Будем делать. Времени свободного тоже достаточно количество появилось. Главное не потерять желание и мотивацию. Все. Пойду сходить с ума дальше. Желаю вам хорошего вечера, дня, ночи, утра, что у вас сейчас. Вот. И чао-чао.